Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Кто определяет, могут ли ваши показания быть использованы против вас или ваших близких родственников? Когда целесообразно молчать, а когда нет? Что касается допроса, к которому вы готовитесь, то здесь нужно исходить из того, насколько органы следствия осведомлены, располагают доказательствами против вас. Такая тактика использования права, предоставленного статьей 51 Конституции Российской Федерации, приносит моим подзащитным положительный результат. Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня расскажу о праве каждого гражданина на молчание, которое закреплено статьей 51 Конституции Российской Федерации. Эта статья звучит так. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Это означает, первое, если вас опрашивает на стадии до возбуждения уголовного дела или при производстве по делу об административном правонарушении, либо в других случаях, или допрашивает уже по возбужденному уголовному делу сотрудник правоохранительного органа, суд или другое уполномоченное лицо, вы вправе заявить, что на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации вы отказываетесь давать показания против себя, а также своих супруга и близких родственников. Второе. За этот отказ от дачи показаний вы не будете привлечены ни к какой ответственности. Положение статьи 307 Уголовного кодекса Российской Федерации об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний в данном случае не применяется. Круг близких родственников определен пунктом 4 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Это супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. Кто определяет, могут ли ваши показания быть использованы против вас или ваших близких родственников? Это определяете только вы сами. Если вам оказывает юридическую помощь адвокат, то он также может дать правильный совет, воспользоваться ли правом, предоставленным статьей 51 Конституции или нет. Когда целесообразно молчать, а когда нет? Этот вопрос довольно сложен, чтобы давать какие-либо общие рекомендации. Каждый раз необходимо продумывать конкретную ситуацию. Следует понимать, что сотрудник, который будет вас допрашивать, делает это не в первый раз и имеет необходимую юридическую подготовку. Соответственно, не зная в совершенстве действующего законодательства, обычному гражданину очень трудно не попасться на уловки специалиста, который вас допрашивает. Поэтому, если отобрание у вас показаний явилось неожиданностью, допустим, допрос сразу после задержания сотрудниками полиции, рекомендую воспользоваться вашим правом не давать показания против себя или своих близких родственников, о чем сразу же заявить допрашивающему сотруднику, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации. Что касается допроса, к которому вы готовитесь, то здесь нужно исходить из того, насколько органы следствия осведомлены, располагают доказательствами против вас. Порой приходится слышать от следователей по поводу молчания подзащитных. Пускай молчат, про них уже другие все рассказали, а также есть целая куча вещественных доказательств. Возможно, это уловка следователя, и тогда есть смысл не давать показания. Но если же вы знаете, что у следователя действительно много доказательств против вас, то имеет смысл с вашим адвокатом продумать детально свою защитную позицию
и дать показания, которые опровергнут имеющиеся против вас доказательства. Практически по всем делам такая тактика использования права, предоставленного статьей 51 Конституции Российской Федерации, приносит моим подзащитным положительный результат. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, напишите, какие темы из области права, как уголовного, так и по гражданским делам, вас интересуют. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, дам конкретные рекомендации в своих новых видео. Также я доступен для очных консультаций, о которых можно договориться по телефону, либо через мессенджеры. Желаю вам всегда принимать правильные решения. Успехов во всем. До свидания.